Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео, дорогие львы, я расскажу ваш гороскоп на август 2025 года. Присаживайтесь поудобнее. Будем планировать этот яркий и интересный месяц. Это гороскоп по декадный, поэтому львы, кто по солнцу родился в июле, это первая декада львов. Вторая декада, кто родился с 1 по 10 августа, и третья декада львов, кто родился с 11 августа до знака зодиака Девы. Ребят, если вы смотрите по асценденту этот гороскоп, то делите 30 градусов льва ровно на 3 части. С 1 по 10 градус, если попадает ваш асцендент, это первая декада. С 11 по 20 градус это вторая декада. С 21 по 30 это третья декада львов. Ну что, готовы? Поехали. У нас сейчас на небе в июле уходят в ретроградное движение уже несколько планет. Уран поменял знак. И у нас 18 июля уходит в ретроградное движение Меркурий, который свою ретроградность будет проходить по Льву. Да, ретроградный Меркурий в знаке Льва в квадратуре с Лилит. Эта история с нами начинается с 18 июля, заканчивается 11 августа. Кого затронет эта история? Конечно же, львов второй декады будет максимально эта история менять. И здесь очень будет важно ваше окружение. Здесь будет важны ваши слова, мысли, что вы делаете, что вы думаете. Ну и, естественно, ваше переосмысление, потому что Лилит делает квадратуры не только к ретроградному Меркурию, но и Солнцу. Поэтому здесь, дорогие львы второй декады, эту историю поменяйте. Понимаете, про что Лилит, да? Лилит — это всегда вскрываются наши страхи, мы начинаем в них разбираться. Не просто так мы проснулись и нам стало страшно, нет. Как-то вот так интересно начинает складываться события, что нас кто-то выводит на эмоции, кто-то поднимает какие-то вопросы странные, которые нас раньше волновали, потом мы про них забыли, и сейчас вот они снова играют какую-то определенную, очень важную роль в нашей жизни. И да, эта история сейчас будет работать до конца сентября со львами второй декады, а после до конца 2025 будет работать со львами третьей декады, да, то есть все вопросики, страхи, переживания, о чем здесь, да, естественно, здесь еще и ретроградный Меркурий будет в августе для львов второй декады, но когда Лилит идет, делает аспект квадратуру, это напряженный аспект, да, то есть ситуации будут нам не совсем приятные, очень неприятные. То есть они не какие-то фатальные. Лилит не дает нам событийность. Лилит дает наше подсознание раскрывается, да, то есть вот как раз-таки наши переживания, и на фоне этого мы можем создавать какие-то события. Будут они нам нравиться или нет, все будет зависеть от каждого из нас. Я надеюсь, дорогие, вы у меня здесь все понимаете, что это общий гороскоп, и на нас, на всех влиять это может совершенно по-разному. Здесь могут собраться целая комната львов одной декады, но рожденных в разное время, в разном месте и имеющих разное воспитание. Я надеюсь, вы это все понимаете, да? Поэтому, если у вас свой персональный вопрос, и у вас в жизни происходит очень много чего интереснее, чем я рассказала, поэтому пишите в комментариях, указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Я в режиме свободного времени вам отвечу. Продолжаю про Лилит. Когда Лилит делает аспект к Меркурию ретроградному, понятно, здесь мы свойственны говорить то, что мы не хотим, то, что мы думали, но в порыве страсти вот у нас вот так желание есть вот это все рассказать, и мы думаем, что мы как-то ярко проявимся, но этот момент очень сильно можно испортить себе репутацию, да? Поэтому в период ретроградного Меркурия львы второй декады и львы первой декады будьте очень аккуратны до 11 августа, потому что эта история в прямом смысле влияет на вас. Вы сможете испортить себе репутацию, испортить отношения с любимыми, с близкими, с родственниками в том числе. Здесь не надо так делать, аспекты уйдут. Не хотелось бы потратить этот прекрасный август для того, чтобы разбираться со своими переживаниями и теми самыми неприятно сказанными словами, потому что 11 августа у нас ретроградный Меркурий
последний денечек будет в оппозиции с Плутоном, а здесь, как обычно, хочется такое слово сильное сказать. Махануть так и махануть. Но не надо так делать. Аккуратны будьте, пожалуйста, поответственнее. От этого могут зависеть ваши финансы в том числе. Поэтому силу воли своей вытащите и понимаете. Ну а потом же все-таки после ретроградного Меркурия этого периода весь август либо будете исправлять ошибки львы первой и второй декады, либо же наоборот будет все хорошо в этот период. Понимаете, как это работает? Ну и да, когда Лили делает квадратуру не просто к ретроградному Меркурию или просто к Меркурию, когда мы начинаем говорить то, о чем мы всегда думали, но вот умалчивали, да, и попадая под какое-нибудь опьянение, мы начинаем говорить больше. Будьте аккуратны, да, лучше не выпивать в тех компаниях, в которых вы не уверены, да, потому что у нас есть люди, которые нас любят любыми, но не все люди такие понятливые и могут адекватно прочувствовать ситуацию, которая может появиться. Поэтому здесь будьте аккуратны в период ретроградного Меркурия, а львы 2 и 3 декады будьте аккуратны с Лилит, потому что до конца сентября Лилит идет по 2 декаде Скорпиона и делает квадратуру ко львам 2 декады. Это вопросы. Про что вообще, когда Лилит делает напряженный аспект Солнцу? Если бы гармоничный, было бы проще. Напряженные это ситуации, они не фатальные, но это ситуации, когда мы выстраиваем отношения, ситуации, когда мы хотим проявиться, мы наоборот о себе хотим заявить, мы вот хотим, чтобы нас заметили, мы вот хотим построить отношения, если особенно у вас львы, у вас асцендент во льве, меня такие смотрят, и это впрямую влияет на отношения. То есть отношения могут испортиться, отношения могут быть не поняты, то есть на работе с коллегами, в личной жизни в том числе. То есть здесь мы начинаем нести какую-то дичь откровенную, мы начинаем думать, что вот нас подсаживают, что к нам относятся как-то не так, как нам бы хотелось. А Солнце Львовское – это история своего вот такого яркого света на горизонте. Неважно, Солнце у вас во Льве или асцендент у вас во Льве. То есть если у вас Солнце во Льве и асцендент во Льве, то вы даже на работе находитесь не ради денег, можно так сказать. Конечно, если у вас там вся натальная карта в Скорпионе или в Козероге, понятно, вы работаете ради статуса, ради денег, для того, чтобы выжить, для стабильности. Это понятно, это нормально. Но если у вас Солнце или асцендент во Льве, а все остальное там такое земное, да, ради денег, то у вас внутренняя такая мотивация не просто так там быть ради денег. Вы еще готовы вот здесь с людьми красивыми побыть и себя вот так красиво проявить, что вы заслуживаете внимания, вы заслуживаете уважения, вы заслуживаете, чтобы вас заметили, похвалили. То есть вы вообще хотите такую очень интересную позицию в жизни, чтобы вас оценили, потому что львовское солнце или асцендент – это всегда творческое начало, это всегда активное начало в жизни, когда раскрытие человека идет через яркое проявление, да? То есть, когда вы что-либо делаете в этой жизни, но вот с похвалы оно должно начаться вот так вот ярко, по-творчески, не знаю, в караоке сходить для раскрытия духа, потенциала, да. То есть, это всегда такой интересный момент, это всегда шутка, это всегда весело. То есть, это вот так ярко, творчески. И вот здесь, понимаете, когда аспект Лилит идет напряженный, солнышко немножко начинает тухнуть, начинают открываться теневые наши стороны, когда мы начинаем жестить, когда мы начинаем плохо говорить про людей. Мы не думаем так всегда, просто у нас обстоятельства вот так одно негативное, другое, как-то вот так складывается, вроде ничего фатального, но по чуть-чуть и настроение портится. Поэтому здесь львы 2 декады, будьте очень аккуратны, вот сейчас в августе коридор затмений до конца сентября, да, и потом эта история перейдет к львам 3 декады до конца 2025 года. Поэтому здесь будьте, конечно же, аккуратны в своих мыслях, действиях, разговорах, речах. Не говорите то, о чем вы потом сможете пожалеть, но обязательно об этом думайте, почему это вдруг появилось, почему у вас это до сих пор живет, почему какие-то страхи мешают вам продвинуться, проявить себя вот так ярко. Львовский яркий потенциал – это быть, вот кто смотрел видео про асцендент, да?
Посмотрите, если у вас асцендент во Льве, да. Ну, гороскопа Солнца во Льве еще не вышло большого видео, простите, не нашлось времени, ребята, обязательно в этом году сделаю. Так вот, про что львовский знак? Это про большой мощный потенциал, про то, чтобы светить. Это отцы и дети, почитайте. То есть это иметь свое мнение, яркое влияние в этой жизни. И здесь может очень сильно омрачиться уже ситуация, связанная с Лилит у львов первой и второй декады, как раз-таки вот уже сейчас в июле и начало августа. То есть здесь будьте аккуратны. С Лилит история позже дойдет, уже говорила, осенью. И да, если мы идем дальше, у нас первая неделя августа, она такая достаточно активная, у нас заставляют нас двигаться вперед. Это, во-первых, мощные аспекты. Марс в оппозицию встает с Сатурном и Нептуном, то есть такую немножко психологическую историю рассказала, да, что будет на нас влиять весь месяц. А сейчас будут такие земные моменты, с которыми нам нужно пробиться для того, чтобы разрешить все свои вопросики неуверенности, потому что здесь однозначно очень много вопросиков неуверенности. И здесь Марс в оппозиции встает с Сатурном и Нептуном. То есть это история, связанная с социальным статусом, с ростом, подъемом, приобретением недвижимости, покупки в прямом смысле, да, то есть того, что нужно заработать больше, и это очень сильно будет важно львам первой декады, и на вас это будет очень хорошо влиять, и эти аспекты очень хорошо складываются. Вместе с ними еще идет Уран, который поменял знак, и здесь уже не будет чувствоваться такого очень сильного, злого, мощного напряжения от Плутона, потому что львы первой декады, знаю, вы мне пишете под всеми гороскопами, когда закончится эта тряска. Это Плутон, ребята, с первой декады Водолеев делает к вам оппозицию, к вашим солнцам. Разрушается все, которое не дает дальнейшего развития вперед. То, что не развивается, не идет вперед, это отсекается. И здесь, конечно же, Уран на подмогу, Сатурн тоже на подмогу, движение вперед, новые какие-то действия, креативные проекты, движение вперед, новая работа хорошо пойдет, даже сейчас уже в июле. То есть львы первой декады это очень сильно хорошо понимаете. То есть новая работа, новые действия, то есть только вперед. Если ваша цель покупка недвижимости, тоже у вас должно получиться в этом августе, если вы хотите. И даже если вы уже несколько раз пытались купить эту недвижимость, и у вас не получалось, и даже период ретроградного Меркурия вам никак не омрачит ситуацию, только проверяйте документы, потому что до 11 августа у нас Меркурий будет, там до 15 можно эту историю смело округлить, он остановится, развернется, пойдет в директное положение, но все равно оппозиция с Плутоном будет сохраняться, львы первой декады, поэтому здесь проверяйте документы. Сделка может быть реально сложная, но она будет возможная. Проверять все надо очень четко, не бояться отстаивать свою правоту, потому что на оппозиции Плутона история и тактика всегда одна. Если мы не выгрызаем у обстоятельств то, что мы заслуживаем, на что мы реально претендуем, эти обстоятельства нас съедают. Не позволяйте обстоятельствам себя съесть. Это такой большой совет, которым вы еще будете жить, ну, лет таки 5. То есть здесь Плутон в прямом таки смысле, львы первой декады, пришел в вашу жизнь для того, чтобы вы поднялись. И здесь не история того, что вот сейчас немножечко потрясет, недельку-другую станет полегче. Нет, ситуации-то все эти встряски случаются для того, чтобы вы подросли. И вы когда просто поднимаетесь на новый уровень, просто вот эти тряски, вот эти качели, вы такие, ой, да это же вообще все, уже не работает, неинтересно, и они перестают на вас так влиять. То есть вы стали сильнее, вы способны достигать того, чего вы хотите, подниматься на новый уровень, покупать то, что вы себе хотите, и вы можете смело строить долгосрочные отношения, которые не будут вас, выбивать из колеи. Это вся история, да, вот этот август для львов
Первая декада очень хорошая история в том числе. Очень мощный для вас будет месяц, и если не смолодушничаете, много чего достигнете. Если будете стоять, ждать в сторонке, подсчитывать, недавно коммент не прилетел, я вот не работаю уже месяц и понимаю, что до конца лета вообще не стоит устраиваться. Я всегда говорю, что нужно наоборот идти в бой для того, чтобы эти обстоятельства уже нас так сильно не останавливали. То есть, когда мы сильнее обстоятельств, то мы, в принципе, по жизни потом начинаем другие планки брать, другие категории. Не надо отсиживаться в сторонке. Тактика, ну так себе, да. Такие люди в жизни ничего не достигают. Можете сказать, да я не иду как бы в достигаторство. Но вот аспекты сейчас говорит, надо бы подостигать. Вот надо подостигать, достигайте, чего же вам мешает? Мысли-то в голове есть достигать? Есть. Гороскоп этот смотрите явно не потому, что вам просто, ой, чего бы мне посмотреть, не фильм какой-нибудь развлекательный, смешной. Вот гороскоп посмотрю, что там в будущем будет. А я говорю, достигайте. И будет, если достигать. Львы второй декады. Здесь история у вас очень понятное, очень мощное продвижение вперед, но смена репутации, если вы, конечно же, не то сластцо подберете, если вы, конечно же, будете ругаться и останавливаться, тогда еще и в конце августа придут вопросики, конец августа и на первой неделе сентября будут вопросики в личных любовных отношениях, как мне все не нравится, как мне все надоело. Не надо делать так, львы второй декады, поэтому здесь задумайтесь о себе, о своем проявлении, как вы хотите двигаться вперед, ярко или нет, насколько масштабную вы хотите свою жизнь, насколько вы хотите, чтобы она была интересная, какие сферы вы хотите, чтобы в вашей жизни были развиты, потому что чем больше сфер жизни развито у львов по солнцу либо по асценденту, тем ярче светит ваше солнце, тем больше у вас возможностей в прямом смысле. Поэтому я всегда говорю, развивайтесь, потому что стабильность нового мира – это в полное отсутствие его стабильности, понимаете? И когда что-то начинает не работать, то у вас есть другие возможности, которые двигают вас вперед. Я про это, ребят. Идем дальше. Львы, третьей декады, начало августа. Я не скажу, ребят, что у вас будет какое-то оно очень напряженное, что оно у вас будет такое очень сильно в тягости. Конечно, еще есть такое послевкусие от движения Урана, он завершал свое движение в Тельце, не навсегда он ушел в Близнецы, для того, чтобы больше не дотянуться до Львов третьей декады. Ребята, он вернется 7 ноября снова в третью декаду Тельцов, поэтому у вас сейчас есть такой момент слегка задуматься, что же вы делаете, что же вы переделываете в своей жизни, чтобы была финальная петля, то есть 7 ноября по 26 апреля 2026 Уран еще будет делать вот эту разрушающую квадратуру к Солнцу ваших транзитных карт, и здесь нужно понимать, что опять будет нестабильная обстановка, то есть нужно сейчас до этого времени максимально свою историю финансов подтянуть. То есть здесь нужно максимально понимать, что не нужно пасовать, не нужно сдаваться, не нужно ждать вот этого момента, вот, когда опять начнет трясти. Нужно наоборот сейчас выстроить, и потом эта встряска, которая придет, потому что когда в транзитах у нас приходит напряженный момент, и если мы к нему готовы, то это наоборот не встряска, это наоборот такой резкий подъем вверх, мы даже сами от себя не ожидаем, но мы просто изначально к этому моменту уже поднялись, и у нас уже получается не встряска, и мы вниз летим, мы уже наоборот вверх растем, потому что обратный компонент Урана – это Сатурн. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, а здесь стабильность, то есть, если мы к этому моменту подготовились. Поэтому в августе, львы, третьей декады, не расслабляемся, очень много вопросиков для того, чтобы решить к этой осени подготовиться. Идем дальше. У нас мощное событие на небе, это 9 августа, у нас полнолуние в Водолее. И, естественно, кто максимально прочувствует? Максимально прочувствуют львы второй декады. Здесь у нас, конечно же, ретроградный Меркурий откатился, но Лилит-то все равно делает квадратуру, понимаете, к Солнцу. Здесь еще и водолейское такое полнолуние, когда мы будем понимать, насколько мы уже немножечко наши нервы расшатались, да, готовы ли мы сказать, все, я устал, я ухожу,
Или же мы понимаем, что вся наша жизнь игра, а знак зодиака Львы должен как раз-таки понимать, что жизнь это реальная игра. Здесь нужно просто понимать, сколько у тебя в ней есть возможностей, сколько ты бонусов уже получил в этой игре и как ты можешь выкрутиться с нее. Поэтому я вам, дорогие львы, и первой, и второй, и третьей декады говорю, выкручиваемся, потому что у нас дальше прямо сразу после этого полнолуния, да, то есть мы либо выходим, начинаем ругаться с этими отношениями, которые у нас есть в жизни, да, либо мы понимаем, что как-то нам все равно не по пути, но мы свои выводы делаем адекватные, причем такие нормальные, и идем дальше, понимаем, что же у нас будет дальше. А дальше у нас в августе заканчивается ретроградное движение Меркурия 11 числа, и у нас, я скажу, наступает такой период в 2 недели, когда мы можем потрясающее либо время провести, отдохнуть, время хороших покупок, в том числе время активных действий, однозначно да, связанных с нашей популярностью, связанных с нашими движениями в личной жизни, в том числе здесь можно гулять, расслабляться, свидания в том числе, отдыхать, поехать, новые знания получить определенные. У нас Юпитер в соединении с Венерой будут на больше, чем неделю, да, и здесь нужно понимать эту историю очень, так я бы сказала, красивую и интересную, но все-таки здесь есть продуктивные аспекты на работу, можно и отдохнуть. Если вы позволяете себе поехать отдохнуть, почему бы и да. Если вы понимаете, что вам сейчас выгоднее поработать, то работайте. Я не скажу, что здесь как-то вот оно вот все плохо, что нужно все бросить, в пахоту уходить. Кто понимает, что не может в связи с азартом появившимся уйти от станка, это, конечно же, будут львы первой декады, да, поэтому львы первой декады здесь максимум упорства я бы вам посоветовала, конечно, потому что здесь в финансовом плане можно сделать плюс 10, да, очень четко, потому что аспекты на небе, правда, у нас давно не было такого классного прямо-таки августа. Ну пусть у нас Сатурн с Нептуном ретроградный, так они у нас каждое лето в это время ретроградные, ничего нового, абсолютно ничего нового, мы каждое лето по этому же циклу прыгаем, и все, они у нас в июне, в июле разворачиваются, и мы вот на ретроградном движении. Просто мы понимаем уже, что нас ждет и что нам делать дальше. И здесь, конечно же, львы первой декады либо работают, делают свой максимум, получают больше прибыли, либо отдыхают и тоже хорошо отдыхают. То есть вот такая история, да. Львы второй декады, ну, страхи возможности. Если вы сможете отдохнуть, отдыхайте. Если вы понимаете, что ваша жизнь трещит по швам, и это все только на ваших страхах, вы все-таки подвисли, тогда не получится продуктивного движения, тогда, конечно же, отдыхайте, но тоже понимаете, где вы, с кем вы отдыхаете, то есть ситуация, репутация, чтобы вот она не испорчена была. Львы третьей декады, ребят, не скажу вам, что есть какие-то аспекты движения к вам, какие-то вот прям очень сильно значимые. Их вот в августе много таки нет, у вас, я бы сказала, август такая подготовка, можно себе и отдых устроить, можно разгрести завалы, то есть по обстоятельствам жизни. Но опять же, если у вас свои какие-то события сейчас происходят, напишите в комментариях дату, время, место рождения и ваш вопрос. И я посмотрю ваши натальные транзитные карты и скажу, что с этим делать. Потому что у меня вот в астропроцессоре на общий прогноз, на львов третьей декады, вот на середину августа нету аспектов, ребят, понимаете? Чуточку позже, вторая половина августа, начинаются уже, конечно же, вопросики, и Лилит уже начинает так подкатывать, все-таки у вас уже будет фонить вот этот вот напряженный фон к концу августа, да, но это все к началу нового лунного цикла, то есть он начнется у нас 23 августа, 23 августа у нас новолуние в Деве, Солнце, Луна в Деве в квадратуре с Ураном. Новолуние такое и новый лунный цикл вообще построен на то, чтобы освободить нас от всего того, что нам бы не хотелось видеть в своей жизни. Если коротко и прозаично, у нас в этом новом лунном цикле коридор затмений, который начнется с 7 сентября и закончится 21-22 сентября, как раз таки, да, с новым новолунием. 21-22 сентября все зависит от того, в каком полушарии вы живете, ребят, понимаете? Поэтому здесь история того, что новый лунный цикл, и вот здесь конец августа начинается уже совершенно другое веяние,
совершенно другое настроение, желание. Конечно же, у нас в это новолуние будет настроение, что как-то вот немножко мы не тот хотели результат, да, у кого-то будут заниженные ожидания реальность, да, это будут львы второй декады, поэтому здесь, ребята, не будьте сильно жесткими к себе, не надо так. Львы третьей декады будете чувствовать уже как раз-таки вот то самое волнение движения от Лилит, и в коридоре затмения начнет как раз-таки вот этот фон появляться. Здесь не уходите в страхи, не уходите в панику, я об этом уже в начале видео говорила, с этим надо просто разобраться, иначе конец года будет, правда, такой сложноватый, отстроенный просто на панических атаках. Вот не надо этого делать, надо просто, любая паническая атака разбирается на том, что мы разбираемся в ситуации. И нет ситуации невыполнимых. Все в нашей жизни нам дается, чтобы мы с этим разобрались. Там и Уран будет как раз-таки делать квадратуру ко львам третьей декады, и Лилит будет делать квадратуру ко львам третьей декады. И множество действий будет на фоне каких-то страхов, эмоций. Не надо так делать. Поймите, что все в жизни разрешается. Это реально и правда так. Вот не надо здесь начинать свою осень, да, заканчивать лето на таких эмоциях. Нужно просто это понимать. Ничего фатального здесь не будет. Просто финальная петля Урана. Мы закрываем старые дела, но это будет осенью. Сейчас только вот в конце августа начинает это настроение, эти вопросики плавно всплывать. Поэтому если они по чуть-чуть к вам будут приходить, и вы понимаете, что так, с этим все-таки надо разобраться. И начинайте не затягивать, разбираться ранее. Понимаете, о чем я говорю? Новая работа, новое положение, переезд, перемещение. Все это начнет в новом лунном цикле появляться для львов. Конечно же, третьей декады очень сильно и очень настойчиво. Поэтому здесь не надо бояться. Львы второй декады, такое послевкусие после августа, после лета, такое подведение итогов. Не скажу, что какое-то очень сильно напряженное. Конечно же, первую неделю сентября, как и говорила, и начало коридора затмений, здесь будут вопросики в любовных отношениях у львов второй декады, и это будет очень нужно понимать, разбираться, не бояться, не волноваться, просто честно себе говорить, хочется вам так или не хочется, готовы вы, не готовы, созрели вы, не созрели. То есть Венера у нас про отношения, про любовь, про то, что нам нравится в отношениях. Венера еще может быть и про деньги, все зависит от того, какие планеты сильнее в вашей натальной карте отвечают у вас за деньги, потому что у кого-то заработок идет на очень сильных планетах, да, на Сатурне, на Плутоне, на Уране, у кого-то идут на Венере. Все зависит от того, какие дома денежные у вас, в каких знаках и какие планеты там расположены. Финансовые гороскопы выйдут сразу после этих месячных гороскопов, поэтому, ребят, вот там будут ответы на вопросы по финансам. Но у львов второй декады будут все вопросы в этом новом лунном цикле и в коридоре затмений как раз таки про то, что мне в моей жизни нравится, а что не нравится, к чему я потеряла страсть, что меня больше не волнует и почему. Львы первой декады. Ну, ребят, новый лунный цикл и финальная неделя августа, финальная неделя календарного лета. Здесь главное вот всю свою профессиональную историю не пустить на разборки в личной жизни, потому что здесь будет Венера в оппозиции с Плутоном, здесь захочется прям на вторых половинках излить душу, сказать, что вас не поддерживают, что вас не понимают, поругаться, а если еще и поругаться из-за денег, так это вообще плохо. Из-за денег нужно ругаться на работе, с конкурентами, с такими же профессионалами, как вы, но не дома, не со вторыми половинками, понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь не жестим дома, потому что уйти в закат последняя неделя августа и первая неделя сентября очень даже легко. И потом еще в коридор затмения сказать, какой же я несчастный, какая же я несчастная, легко. Но давайте мы вот на этот уровень спускаться не будем. Давайте вот мы последнюю недельку августа потерпим, скажем так, ты любимка, у нас все нормально, мы с тобой сейчас это все переживем, свои финансовые трудности. На самом-то деле всего лишь неделю поштормит, и уже открывается сентябрь. Ну да, 1 сентября Сатурн уже у нас вернулся обратно в Рыбы. Здесь, внимание,
и вопросики как раз-таки у нас возникают ко львам третьей декады. Будьте, ребят, переживайте чуточку немного, но все эти вопросики финансовые, которые будут стоять, они лишь на то, чтобы поднять вас на новый уровень. Все. Вот по чуть-чуть, помните, говорила вот это настроение? Здесь не нужно вот ничего больше другого придумывать, ругаться с близкими, потому что здесь еще на начало сентября Меркурий не ретроградный, но в третьей декаде львов, поэтому здесь коммуникация ваш главный основной козырь. Львы второй декады не паникуем, в любовных отношениях тоже все хорошо, и львы первой декады уже начинает стабильное движение вперед. Давайте развиваемся, и все нужно подключать только уровень выше, только активность, только вперед, и в коридор затмений вообще никак не пасуем. Ускоряемся вперед, львы первой декады, и в коридор затмений. Конечно же, в августе выйдет видео в сентябрьский гороскоп, там я подробно расскажу про весь сентябрь, как более подробно действовать в коридор затмений, естественно, это так. Но сейчас вы должны быть готовы к тому, чтобы вот не прийти, чтобы больше успеть. Сейчас еще больше возможностей за месяц подойти к сентябрю на совершенно другой новый уровень, выйти, поднять свои компетенции, свои желания, амбиции, разобраться в своих вопросиках, почему где-то вы пасуете, малодушничаете, привираете себе и своим половинкам. Не надо так делать. Тогда все сложится хорошо. Вот такой гороскоп, дорогие львы. Знаю, что вы ждали, уже писали мне в комментариях, поэтому я надеюсь, была полезна. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, и я в режиме свободного на все отвечу. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.